Она подкупила меня с первых слов, когда сказала, что я не использую химию. Мне это настолько понравилось, и это бесценная на самом деле информация, потому что все, что я смотрел до этого, приводило все равно к тому, что орхидея улетала в мусор. У меня уже был такой опыт, когда, к сожалению, у меня их было около 15 растений, все они, к сожалению, погибли. Начал штудировать весь плейлист. Очень долго я смотрел весь этот сериал. Действительно вспомнил, что нужно орхидеям, как ботаник. Почитал и поштудировал. И все орхидеи ожили. Безумно радуешься, да, когда мертвый куст дал тебе детки, когда нет центральной точки роста, а детки все равно пошли в рост. И еще эта орхидея умудряется цвести. Мне безумно понравилась идея именно со шнурами в качестве полива, да, то есть то, что можно орхидею оставить на достаточно долгий период. Сейчас, может быть, Наталья меня за это наругает, но она полностью высохшая, тут достаточно корневой системы, чтобы держать, да. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня в программе анонсированное ранее видео с креативно-орхидейно-флористическим мастер-классом от профессионального флориста из Краснодара Владимира Савенкова. По согласованию с большинством зрителей видео на канал я выкладываю в полном объеме. Длина видео около 49 минут. Для тех, кто торопится и кто в принципе не любит длинные видео, я напомню, что видео можно смотреть в ускоренном режиме, увеличивая его скорость в 1,5 и 2 раза. Для этого в нижней части видео вы должны нажать на значок шестеренки и увеличить скорость воспроизведения в то количество раз, при котором вам удобно и комфортно будет смотреть. Кроме того, для удобства зрителя я разбила это длинное видео на эпизоды и поместила в описание под видео и в первый закрепленный комментарий под ним тайм-коды или временные коды. Видео представляет собой единый флористическо-орхидейный творческий процесс, прерывать который комментариями я не посчитала нужным. Желаю всем приятного и эстетически наполненного просмотра. Вы ведь помните, что впереди у нас много интересного? Всем добрый день, особенно архаманам. Сегодня я хочу с вами кое-чем поделиться, но прежде хотелось бы передать огромный привет Наталье из города Владивостока, владелица такого потрясающего орхидейного канала, как Классика орхидейного жанра. Спасибо вам огромное, Наталья, за ваш бесценный труд. Он помогает не только архаманам, но и нам, профессиональным флористам. Здесь я позволю себе представиться. Меня зовут Владимир Савенков, я мастер-флорист. Я работаю в городе Краснодаре, преподаю по всей России и не только. И для меня ваш канал стал настоящим открытием и такой отдушиной по фаленопсисам. Я не могу сказать, что я безумно влюблен во все фаленопсисы, и у меня какая-то огромная коллекция. Нет, я больше с ними работаю как флорист, но периодически приходится высаживать, но мне они очень нравятся, да. И у меня дома растет несколько фаленопсисов. Все эти фаленопсисы были полностью убитыми в процессе торговли, да, из магазинов, которые совсем умирали, со всеми болячками, которые только можно было придумать, со сгнившей корневой системой, с нематодами и прочими живностями. И я очень признателен Наталье. Вообще хочу сказать, что она подкупила меня с первых слов, когда сказала, что я не использую химию. Мне это настолько понравилось, меня настолько заинтересовало, что я начал штудировать весь плейлист. Очень долго я смотрел весь этот сериал. Спасибо, Наталье, за многочисленные повторения самых важных основ, которые нужно знать и помнить при выращивании орхидей. Это бесценная на самом деле информация, потому что все, что я смотрел до этого, приводило все равно к тому, что орхидея улетала в мусорку. После того, как я начал следовать рекомендациям Натальи, действительно вспомнил, что нужно орхидеям, как ботаник.
почитал и поштудировал, и все орхидеи ожили, даже те самые несчастные, самые страшные. Если вам будет интересно, я как-нибудь сниму, потому что безумно радуешься, да, когда мертвый куст дал тебе детки, когда нет центральной точки роста, а детки все равно пошли в рост, и еще эта орхидея умудряется цвести. Это безумная радость. И сегодня я хочу с вами поделиться одним таким интересным моментом, который мне пришел в голову, когда я постоянно смотрю, да, новые видео на канале Натальи. И, знаете, мне безумно понравилась идея именно со шнурами в качестве полива. Да? То есть то, что можно орхидею оставить на достаточно долгий период, потому что для меня это, например, очень важно. Я могу с семинаром укатить на целый месяц из дома, и как там поливаются орхидеи, совершенно неизвестно, и точнее их практически некому поливать, да, и оставлять их на долгий срок. У меня уже был такой опыт, когда, к сожалению, у меня их было около 15 растений, все они, к сожалению, погибли, потому что поломался там отопление в доме, в общем, вначале было супер жарко, потом стало супер холодно, все, в общем, это дело высохло. И после этого я как-то так не решался заводить какое-то большое количество растений дома, потому что кто будет за этим делом следить, да, очень важный момент. И когда я посмотрел видео Натальи, когда у нее из каждого горшочка шнурочек идет в какую-то емкость с водой, да, и таким образом происходит постоянный полив корневой системы, орхидея сама берет столько воды, сколько ей нужно, меня это очень впечатлило, и собирался я уже давно, у меня есть много идей на эту тему, но вот сегодня мне захотелось это сделать не так, чтобы это было в баночке, да, а чтобы это было еще немножко красиво, да. И чтобы у меня тоже орхидеи стоят просто на окне, у меня, к сожалению, нет балкона, и мне их некуда вот так выносить, поэтому место на подоконнике требует разноуровневости, чтобы поставить все растения, да? И для этого я выбрал вот такую вазу в виде тортницы. Пошел, буквально сегодня специально купил. Магазин называется Декафлора, но это можно всегда найти на Валбересе, на Озоне такие вазы есть. Просто это здесь со мной рядышком, да, то есть по сути дела вазочка в виде тортницы с небольшим бортиком. Но мне кажется, что чем больше будет борт, тем будет проще, потому что если будет большой борт, то прям в него можно будет прям в нее посадить. Поскольку бортик у меня небольшой, и я не хочу, чтобы у меня орхидеи росли прям в этой вазе, а чтобы я мог их спокойно снять, отнести в душ, продушевать, отдельно помыть вазу, да, не пытаться все это делать. То есть я решил поделиться с вами, как бы, да, своим немножко опытом и дать такое вот основание, да. Для этого я сплел вот такую сетку. То есть это то, что будет буквально как крышка одеваться, да, и на чем будет находиться вся посадка орхидей. Наталья, кстати, постоянно говорит, да, что орхидеи будут расти в чем угодно, в любом грунте и при каких угодно условиях, да, то есть это потрясающие цветы, и я с ней полностью в этом согласен, потому что своими глазами на работе вижу, как фаленопсисы стремятся выжить, несмотря на все наши неумелые действия, да, иногда ленивые действия. Что сделать с такой сеткой? Все, давайте, предисловие хватит. Что сделать с такой сеткой? Буквально я ее плел вот из таких проволочек. Это герберная проволока. Все флористы ее сразу же узнают. Размер 1,2 мм. Можно взять и потолще, не будет страшно. Потоньше уже, наверное, не стоит, потому что будет слишком мягко. Также я купил вот такой в любой швейной фурнитуре полиэфирный шнур. Он внутри пустотелый, и можно эту проволочку, но сразу говорю, что это занятие у вас займет достаточно много времени, то есть буквально отрезайте чуть длиннее, чем ваша проволочка. Я этого делать сейчас не буду, потому что вот эти все проволочки я как бы сделал за сегодня, да, так скажем. То есть, ну, когда у меня в перерывах между работой было какое-то время, я это дело делал. То есть время это на самом деле трудозатратно, да. И вот каждую проволочку я начинаю пробивать вовнутрь этого жгутика. Жгутик пустотелый, тонкий жгут. Его лучше взять
потолще, то есть выбирайте максимально толстый, который только будет, потому что тогда проволока будет легко заходить, и проволоку потолще можно будет тоже использовать. Потому что вот 1,2 у меня вот прям впритык заходит, то есть видите, да, одеваю буквально как чулок проволоку. Просто иногда проволока цепляется за ворсинки, которые внутри находятся, и тогда становится неудобно, да, то есть нужно опять подвытянуть, опять затянуть, и когда работаешь с длинной такой веревочкой, да, это неудобно, поэтому лучше отрезайте сразу по длине, ну, чуть длиннее проволоки, чтобы вот у вас кончики были все закрыты, и назад вот так, раз, одели, да, назад ее вот так протянули, вот она закрыла всю мою проволочку. Здесь вот у меня свободный закрытый кончик, и здесь свободный кончик. Также в любом садовом центре, Вау-центр, Леруа, продается такая садовая проволока, она достаточно толстая, она покрыта полиэтиленом, и она тоже не будет ржаветь, не будет давать в вашей посадке именно ржавчину, да, которую не очень любят все архаманы, потому что будут коричневеть корни, будет казаться, что они гниют и все такое прочее. Да? Вот герберная проволока для этого тоже подходит. Вы, в принципе, если вы будете искать в каком-нибудь магазине для творчества такую проволоку, да, она тоже будет называться герберная проволока. Упаковочку я вам сразу покажу. Ее все флористы знают, но не флористы тоже узнают. То есть вот такая вот упаковочка. На ней нарисован здесь подсолнух, хризантемка, цимбидиум и даже гортензия. Вот. То есть, чем больше вы наделаете таких проволочек, тем лучше. У меня на эту конструкцию ушло 22 проволочки, на эту сетку. Да? Плетется она довольно-таки просто. Вы берете, да, просто по центру, делаете 3 оборота, раз, два, 3, и формируете как бы из каждой проволочки, вам для начала понадобится 4 проволочки, просто вот такой квадратик. Раз, два, и вот так, раз, два. И пойдете дальше также наращивать. Да? Просто подкладываете, подкладываете, подкладываете. Здесь на самом деле много ума, как бы, чтобы сплести не нужно самому, да, своими собственными ручками. Если у вас будет алюминиевая проволока, то тоже ее можно использовать. Алюминиевая проволока не ржавеет никогда, ни при каких. Вот такую сетку можно также и купить, да, в том же самом садовом центре. Сетка для кроликов, она продается в рулонах, ее можно просто купить, вырезать кусачками по нужному вам размеру, да, и спокойно одевать. Потому что на самом деле вот эту штучку, да, этот каркас, эту конструкцию можно спокойно одеть на вазу, на любую, не знаю, 3-литровый баллон и так далее, да, и все. Что теперь буду делать я? После того, как все это дело сплел, да, у меня именно такой зеленый цвет, потому что у меня стены в комнате такого оттенка. Делаю я именно для себя. Такой вот изумруд. И мне, как показалось, это будет красиво смотреться. Плюс ко всему, со временем этот жгут будет где-то выгорать, где-то он будет мокрый, цвет будет меняться, и появится такая очень красивая состаренность, которая будет очень хорошо гармонировать с вот этими невероятными корнями фаленопсиса. Да? То есть они будут, этот шнур будет создавать такое же переплетение, как и сами корни фаленопсиса. И поэтому для меня этот цвет будет очень оптимален. Вы можете использовать абсолютно любой. Можно сразу взять что-то вот такое бежевое, коричневое, да, цвета хаки и так далее. Просто их очень много, всех цветов, какие только захотите. И просто единственное, что я бы не советовал брать белый, потому что на нем будет видно именно желтизну, да, от времени. А вот такие вот оттенки, вся зеленая гамма, вся коричневая гамма, она сразу же будет красиво смотреться, да, на ней все разводы будут ее только усложнять и делать еще красивее, а не портить, и не создавать ощущение грязи, как это будет, если вы будете использовать белый шнур. Вот. Поэтому теперь, что важно, да, поскольку сетку я плел своими руками, она все-таки имеет такие прогибы, да, то есть вот она, я нажимаю ручками, она все-таки прогибается, значит, ее жесткость и натяжение недостаточно.
можно сделать специально еще контур проволокой. Для этого вам понадобится прям длинная жесткая проволока. И таким образом как бы натянуть эту сетку, да, создать такой крышкой. Но у меня размер вазы достаточно большой, и мне самой длины проволоки не очень хватает. И особо тут не из чего наращивать. Можно нарастить, но тогда она еще потеряет в своей упругости. Поэтому я пойду еще более простым путем. Я для того, чтобы дать жесткость, да, и чтобы у меня ничего вот так вниз не провисало, я буду использовать, собственно, сами палочки от орхидей, да, на которые они все крепятся. Сейчас я отстегну цветонос. То есть, опять же, да, знакомые всем вам, всем любителям орхидей, да, вот эти вот жесткие прутики. То есть я смогу спокойно взять, вот так продеть, как бы сквозь сетку, да, как корзиночное переплетение. Мне хватит их буквально там 2 штук. Мне не надо, мне нужно, чтобы они просто слегка опирались на края, подрезали, и мне кажется, что даже тут одной вполне не хватит. Только когда подрезаете со стекла, снимайте, пожалуйста. Раз. И, соответственно, вторую. Раз и два. Флористы тоже любят порукодельничать, как никто, знаете, другой, как и все архаманы, наверное, да, то есть, потому что я смотрю, как люди сажают, и поражаюсь просто, вольно выдумка хитра, да, у наших людей, как все фаленопсисы поставить на окне и так далее, кто на что только не идет. Ну вот, 2 опоры имеются, отлично, все уже упруго держится, теперь эта конструкция никуда, да, не провалится, ничего, все будет держаться, ничего никуда не денется. Острый кончик я тоже подрежу, чтобы он не торчал. Все это дело спрячется. Теперь, вспоминая просто Наталью, на ее опыте, все, чему она учила, я сразу же спущу несколько веревочек вниз. Причем я это сделаю буквально сразу такие вот длинные отрежу, чтобы мне было с чем переплетать корневую систему. И я буду не просто один кончик какой-то скидывать вниз, да, а я буду сразу вот какую-то такую петельку скидывать вот сюда, раз, запустил. Все, чтобы она точно мне доставала до дна, и там спокойно лежала и напитывала потом в себя воду. И вот таких я, наверное, сделаю штучки 3, потому что я буду сажать сюда 3 фаленопсиса. Вот такие длинные. Я не думаю, что здесь есть смысл какой-то специальный замерять что-то. Все есть. Дорогие женщины, у вас есть чулки, да, и как говорила Наталья, ничего нет лучше капрона, да. Так что и этот аксессуар есть у каждой женщины. Так что женщинам будет попроще. Им, возможно, даже не понадобится бегать за специальными шнурами, куда-то там что-то покупать. Вот, поставили, запустили. Все. Водою мы уже обеспечили, да? Дальше. Что теперь делаю я дальше? Теперь я вначале буду использовать мох для того, чтобы выложить основание, и моя кора, да, все, что мы будем использовать выше, не осыпалась вовнутрь вазы. То есть достаточно хорошо нужно проложить мхом. Мох по рекомендации Натальи весь промыт под душем, горячей водой, как положено. И вот я его прям вот так по краешкам везде, по всей поверхности, вот такими пластами укладываю. Кстати сказать, дорогие архаманы, мох можно не только собирать, но и приобретать и покупать. Довольно-таки много людей сейчас продают живой мох, он очень популярен в оформлениях, во флористике, поэтому он 100% будет. В любом абсолютно регионе, неважно, где вы живете. То есть прям вот так я его укладываю. Я не совсем идеально это делаю, кое-где я оставляю пустые такие немножечко дырочки, да, чтобы орхидея дышала. То есть
я как бы это полотно слегка разрываю, да, на более такие мелкие кусочки. Как бы даю возможность воздуху, потому что, как я заметил, как правильно советует Наталья, очень важно, чтобы корни орхидеи дышали. Если они не дышат, то все, гниение для всех корней просто обеспечено со временем. И мне этим, кстати, очень не понравились горшки, которые специально продаются для орхидей, такие двойные, они слишком близко друг к другу подходят. И все равно на самом деле надо орхидею периодически вытаскивать, чтобы корневая система дышала. Или ставить в емкость гораздо большую, да, чем основной горшок орхидеи. В общем, мне это не понравилось. Думаю, нет, надо сделать так, чтобы все корни дышали. Я сам живу в Краснодаре, у нас температура летом просто на улице достигает плюс 40 градусов Цельсия. И, конечно же, да, просто даже погружением приходится поливать просто практически каждый день фаленопсисы, да, потому что просто высыхают, потому что возле окна это вплоть до плюс 50 градусов, это очень много. И благодаря, кстати, Наталье обязательно посмотрите. То есть фаленопсис действительно выдержит все, и даже прямые солнечные лучи, потому что у меня окно юго-западное, причем больше южное. Оно ничем не затенено, там нет никаких жалюзей, ни штор, ничего. То есть весь прямой свет, еще линза от окна, да, падает именно на фаленопсисы. И ни один фаленопсис не сгорел за все это время, ни один фаленопсис, не знаю, даже вида не подал, что с ним что-то не так. Наоборот, они все пошли в рост листья, корни и так далее. Несмотря на такую очень сильную жару, но вот просто опрыскивание, душевание, да, все это дает просто потрясающий, отличный результат. Теперь я использую тару. После того, как я это все дело сюда вот наложил, мох, кстати, еще мокрый, вот он даже капает. Кора у меня фракции 12-27. Я специально использую такую чуть-чуть покрупнее кору вниз. Ну, во-первых, да, чтобы не все осыпалось у меня здесь, не было какой-то такой безумной сыпучести. Ну, кстати, если есть у нас там молодые люди, мужчины или мужья, у кого-то работают с пластиком, то можно просто вырезать из акрила вот такую круглую часть, наделать в ней много-много дырок и прямо на нее все это дело поставить. Да, это точно так же даст воздух, и это точно так же позволит вам выпустить шнуры для того, чтобы орхидеи пили спокойно. То есть вот такой тортик мы с вами пока не сделаем. Прям сюда, да, я беру какой-нибудь там один шнур из своих связок, сразу же сюда его прокладываю, чтобы здесь у меня была вода. На этом уровне. Чтобы было к чему прихватиться и привязаться. Все вот так аккуратненько, чуть-чуть придавливаем нижний слой. Есть, отлично. Ну и пришло время дербанить наши фаленопсисы. У меня будет 3 вот таких красивых фиолетовых фаленопсиса. Я купил их абсолютно по уценке за 500 рублей. Это не какие-то супер-супер красивые. Я посмотрел всех орхидейщиков, решил последовать их советам и выбрать именно то, да, что покупают все архаманы. Да, архаманы почему-то покупают все, что по уценке. Здесь корень сквозь. Сейчас мы ему поможем отсюда выйти. Сейчас мы то дело все это перекусим и разрежем. Корневая система, я посмотрел, вроде бы у всех фаленопсисов хорошая такая. Понятное дело, что она очень влаголюбивая у них, потому что здесь, конечно же, есть торфяной стакан. Вот я сразу же, да, все вытаскиваю, чтобы все еще где-то, да, есть, вот еще корень вылез, да.
Отлично. Торфяной стакан я выбрасывать не буду, я его просто разберу. Сейчас, секундочку, вот здесь еще не очень сильно. Надо корень аккуратно высвобождать. Угу. Все, выходим. Но один все-таки отломался, но ничего страшного. Так, мусорку. Торфяной стаканчик я просто аккуратно растребушу и опять же в эту посадку верну. Поскольку посадка получается очень такая, вся будет продуваемая и дышащая, то естественно излишняя влажность тут ей никак не помешает. Что-то, что будет очень хорошо держать влагу, да? Я честно скажу, просто я не очень сильно люблю именно кокосовое волокно, хотя оно здесь, мне кажется, тоже просто идеально подойдет, да? Корневую систему разберем. Ну да, они здесь нормально все встанут. Все у них будет хорошо. Все это я оставлю. И продолжим чистить оставшиеся 3 фаленопсиса. Тут есть уже полностью отцвевшие цветочки. Ничего в этом нет страшного. Кстати, благодаря вот этой сетке можно и вот эти вот палочки сразу же зафиксировать, сделать для них основание и зафиксировать, чтобы вы потом сразу могли ваши цветоносы формировать. Ну, я, как правило, это делаю просто гладкими, мягкими проволочками, или, как это показывает Наталья, просто веточки можно для этого использовать. Тут у нас ничего живого наружу не выходит. Все, просто вытаскиваем. Аккуратненько снимаем. Тут пластиковая корзинка и гнездо для торфстакана. Надо его срезать, чтобы оно спокойно раскрылось, вышло. Убираем. Всю эту пластиковую гадость отсюда. Все. Это в мусорку. Пластиковый стакан я также беру и спокойненько просто расщепляю его, да? Просто чтобы были такие мелкие волокна, которые будут тоже хорошо вбирать в себя влагу. Если фаленопсису надо будет, он все возьмет. Шейка здоровая, все нормально тут. Старые цветочки, лепесточки, все хорошо, все отлично. Кладем. И 3-й фаленопсис. Цветоносы я пока срезать не буду, пока цветение есть. Пусть все себе цветет, как ему нравится. Все. Есть. Все, палочки все убрали. Отлично. Ну и сейчас начнется самое, наверное, веселое, да? Что я сейчас сразу сделаю? Мох проложу вот здесь по бокам, чтобы вся моя кучка просто мне не сыпала, да? Чтобы я тут не боялся, что у меня сейчас все посыпется, рассыпется и так далее. Есть. То есть, как видите, да, даже покупной коры практически мне не понадобится, чтобы сюда все посадить. Ну и плюс ко всему, абсолютно правильно говорит Наталья, что когда у фаленопсиса очень большая емкость, да, в которой он растет, то жизнь значительно усложняется и придется очень долго ждать повторного цветения. Я это проверил на своем личном опыте, потому что пришлось ждать фактически год, пока фаленопсисы заняли новые большие объемы, да, и только после этого они все зацвели, но никак не раньше. То есть, видите, у нас получился такой торчик. Хорошо торфстакан рассыпаем. Есть. И теперь начинаем устанавливать все наши фаленопсисы, да? Смотрите, всю корневую систему, которая является воздушной, да, вся покрыта воском, я стараюсь устанавливать
больше все-таки наверх запускать, да, вот ее по-прежнему выпускаю, просто укладываю к влажному мху, не стараюсь ее не запускать в саму влажную посадку, потому что, ну, как я понимаю, да, то есть эти корни не то чтобы готовы сразу начать употреблять большое количество воды, да, они просто к этому еще не готовы. Можно пока поставить сразу вот так эту палочку, просто как подпорочку. Угу. Чтобы пока мы тут все фиксируем, наш цветонос никуда не улетел. Сейчас, секундочку, просто это желательно сразу к бортику ставить как-нибудь. Угу. Окей. Нет, да, не будешь держаться, нужно обязательно к проволоке. Хорошо, проволочки, значит проволочки. Сейчас мы тебя поставим вот здесь в край. И одним свободным краешком проволоки, который у меня остался, я тебя сейчас зафиксирую. Все, есть. Да, все есть, все. Фаленопсис подвину немножко вот сюда. Эх, не подумал сразу. Вот так, да? Да, вот так ты будешь стоять. Так тебе будет комфортно. Все, давай. Красавчик. Все, зафиксировали. Угу. Все равно, да? Просто мне хочется вначале уложить и потом еще аккуратно проложить всю кору и уже прохватить шнуром весь мох и не мучиться с этим вопросом. Шнурок, да, я вот прямо вот здесь меж корней в разных местах, везде еще пропускаю, чтобы именно корни, да, этого фаленопсиса могли питаться сразу от этого шнурка. Я еще поверху пройдусь и шнуром обязательно промотаюсь. Вот сейчас я все вот эти проволочки, которые были загнуты вниз, я их все поднимаю наверх. Угу. Ну, пока вот здесь чуть-чуть корою вот так подсыплю. Да, кора и мох, кора и мох. Но мох пойдет именно больше понаружи, чем внутри. Совсем близко к точке роста, да, не надо подводить, мне кажется, мох. Это все-таки, мне кажется, все-таки может быть чревато. Она должна быть влажная точка роста, да, но не только, не должна ни в коем случае закисать. Это факт. Хоть мы можем, да, и все обливать, поливать, там, хоть подушек ставить, но тем не менее. Отлично, вот он прям уже даже почти зафиксировался. Так, беру следующий, второй фаленопсис. Давайте сразу я для него поставлю палочку. Так, вот этот, да. Раз и два, вот сюда. Угу. Сразу же беру просто проволочку и к проволочке его фиксирую, эту палочку. Прям обматываю проволочкой, чтобы просто ее прихватить и все. Потом я все эти, когда фаленопсисы уже зафиксируются, да, будут хорошо сами по себе держаться, и конструкция их будет хорошо держать. То есть тогда я эти палочки, я их вообще терпеть не могу, я их сразу же удалю. Это такая временная мера, просто сейчас собирать, чтобы не приходилось срезать сами цветоносы, да, потому что они же тянут цветок растения, не дают ему, и корневая система еще не схватилась в коре. Угу. Так, шапочки у меня тут были. Оставались есть. Ага.
разложим сразу, чуть-чуть поможем корневой системе разобраться. Давай, заходи, укладывайся аккуратно. Не падаем, не падаем, не падаем. Вот, то есть вот такое блюдо с очень красивыми фаленопсисами у нас получается. Вот видите, уже держится. Чуть-чуть его подправили, и все уже хорошо держится. Угу. Есть. Ну и третий фаленопсис. Наш красавчик. Тут есть такие белые корни. Многие их почему-то боятся, да, но это просто те корни, которые не видели солнечного света. Это не говорит о том, что с ними что-то не так или что-то плохо. Это все нормально с корневой системой. Вот тут, кстати сказать, два цветоноса. Полностью сухие корни есть, к сожалению. Но вот их я именно обрежу, да, потому что тут нет смысла сохранять тяжи. Сейчас, может быть, Наталья меня за это наругает. Но оно полностью высохшее. Тут достаточно корневой системы, чтобы держать, да. Так, третью палочку. Ставим вот сюда. Так, тут у меня проволочка где-нибудь. Вот тут есть проволочка. Вот, хорошая проволочка есть. Раз. Сразу же вот так подогнули. Все, жгутик вот так вовнутрь. Есть. Вот эти, кстати, вот жгутики, да, которые выпускали, сразу же берем и все вот здесь путаем вместе с корневой всей системой, чтобы вся корневая система могла спокойненько себе пить от всех этих жгутов, питаться. Еще сверху будет мох, и вообще все будет просто прекрасно. Я думаю, что можно будет еще вот так временно провязать. Чисто как временную меру. Раз, два. Вот, да, вот так. Все, чтобы они смогли спокойненько так, и прищепочка. Все. Такая, да, как временная часть. Теперь смотрите, да, что можно еще сразу сделать, чтобы не мучиться потом. Я не просто так оставил вот эти проволочки, я их сейчас раскрутаю. На самом деле их тоже можно удлинить спокойненько, да, и когда уже фаленопсисы прихватятся, именно благодаря им формировать сам цветонос, фиксировать, да, чтобы сформировать нужную вам именно крону самого цветения. Сейчас я их просто использую, чтобы немножко стянуть поверху. Проволока не просто так обмотана жгутом. Это я сделал именно для того, чтобы не наносить травму фаленопсису. То есть пока это будет еще такая временная фиксация, которая потом уберется, естественно. Просто 3 проволочки, да, которые полностью создадут такой дополнительный каркас. Потом это дело надо будет обязательно удалить. Когда фаленопсисы прихватятся все, когда их корневая система приживется, они будут спокойно себя держать, сами уже. Ну и как видите, да, я все равно стараюсь фиксировать не за сам цветонос, да, а именно вот за эту палочку, чтобы
Цветонос все-таки фаленопсисов довольно-таки хрупкий. То есть он может легко сломаться. Это факт. Ну, я думаю, да, все узнают про какую-нибудь подвязку в огороде помидоров, там, огурцов, да, и так далее. Это не очень эстетично, но это временная мера. Отлично, да? Нам нужно просто все сформировать. Ну, вот он, этот треугольничек есть, то есть сейчас я не боюсь, по крайней мере, за ветер, там, да, что-то такое. То есть даже если это будет, они все равно удержатся. И фаленопсисы, я знаю, очень не любят вот это состояние, когда они не закреплены, да, то есть корневая система очень стремится быстро к чему-то прирасти, да, прикрепиться. Вот пока это не произойдет, просто нам эти палочки понадобятся. Есть. Ну и последний жгутик. Просто направляем его вот сюда, прям вот туда между корней. Жгут полиэфирный, он не будет разлагаться и не будет гнить. Из него делают, плетут макраме на улицу, качели делают. То есть вся вот эта вот штука, да, которая уличная, делается именно из полиэфирного жгута. Поэтому полиэфир должен справиться с нашим количеством влаги. Ну и для чего я выпустил туда вниз, да, скажете вы? Ну, вдруг я буду на очень долгий период уезжать, и мне покажется, что этой воды, которая может скопиться именно в этой вазе, мне будет не хватать, да? Я смогу перенести на какой-нибудь 3-литровый баллон и хвостик просто туда выпустить, в самый низ, самый длинный. Все проволочки, которые у меня наружные, которые выходили наружу, я поднимаю наверх. Их достаточно много у вас получится, и они будут очень хорошо держать всю эту нашу с вами массу. Вот прям буквально вот все, что есть, да, поднимаем теперь наверх. Она и мох придержит теперь. Корешки я все-таки вот так чуть-чуть подберу аккуратненько. Ничего страшного, потом нарастут новые. Да, то есть пускай еще новые повыпускают, а эти пускай уже не в своем хаосе торчат, а уже будут так немножечко причесаны. Все, отлично. Шнуры лежат. Так, чуть-чуть все протряхиваем, чтобы кора туда внутрь вся просыпалась. Все мне жалко, все подбираю. Все, что вот здесь есть, кроме корней, старых лепестков, прищепочек. Все вот сюда. То есть, как видите, да, создали такую прям полянку для фаленопсисов. Прям такую опушку, на которой они все смогут спокойненько расти. И смотрится это как композиция, да, то есть это уже не просто там какие-то фаленопсисы, просто так торчащие, а смотрится это уже именно как композиция. И теперь аккуратным мхом я еще перекрываю поверху. Я обязательно подсажу сюда растения симбионты. Просто здесь на работе у меня их нет. Дома достаточно много красулы, толстянки. И я ее сюда обязательно подсажу в обязательном порядке. Какие-то корни все равно оставляю наверху. Да, поскольку это естественное состояние для орхидеи, что что-то внизу, что-то наверху. Самое главное мхом прошить именно вот эти боковые места, да, откуда может что-то сыпаться. Вот чтобы оно у нас просто отсюда не сыпалось. Просто прям закрываем. Очень быстро эта корневая система сделает так, как ей нужно,
корням, которым нужно будет выйти на воздух, выйдут на воздух, которые захотят много пить, найдут себе, где можно много попить. Меня этим очень впечатляют вообще фаленопсисы, вообще своей выживаемостью, да. Ну и что мне очень нравится, почему я думал именно про такую фазу, это, конечно, опрыскивание, да, то есть теперь эти фаленопсисы мне будет просто удобно опрыскивать, да, то есть я могу спокойно совершать опрыскивание, и большая часть влаги будет оставаться в самой этой посадке, да, упадет на мох, его пропитает, и корням что-то достанется, а может и не достанется ничего, может ничего и не надо будет этим корням. То есть вот таким вот образом. Отлично. Есть. И еще на самом деле можно теперь вот эти проволочки, точно вот к тому, что мы подняли наверх, то есть да, к любому кусочку взять, просто примотаться, такой же скруткой, как вязали саму сетку, вот сюда, пропустить, как-то вот ее красиво изогнуть, пропустить вот так через всю на противоположную сторону. Здесь тоже найти любой свободный конец проволочки. Даже если его нет, можно прям шнурок просто завязать на узелок. Да? То есть это просто дополнительная фиксация вот так по периметру, да, которая нам просто позволит это все дело придавить немножечко, подшить, чтобы мы, если что, могли и снять, да, нашу с вами всю эту потрясающую конструкцию с вазы. И на самом деле я еще сейчас в свободное время наплету этих проволок и сделаю погуще это все переплетение, чтобы 100% все держалось. Сделаю ее поосновательнее. Потому что я вижу, что еще штучек 5 я бы вот так по периметру бы 100% пустил бы. Так, ну вот, друзья, это я высыплю уже. Остатки пусть будут. Все, там и труха есть такая классная, она сейчас просыпется туда вовнутрь. Вот это все соберем. Жалко. И тут же вся микрофлора, да, которая была у этих фаленопсисов, хотелось бы, чтобы она жила. Вот так. Ну что, проверим? Подождите, видеокамера. Ну что, давайте с вами проверим, а сможем ли мы его, в принципе, поднять, да? Давайте проверим с вами. Видите, раз и два. И он спокойно одевается и становится назад. Вуаля! То есть теперь можно снять, все помыть, спокойно налить сюда вниз водички, и по нашим жгутикам все будет подниматься вот сюда к фаленопсисам. Когда надо, я могу достать, спокойно прополоскать в душе, и все будет отлично. Большое спасибо, и особенно большое спасибо Наталье за ее прекрасную идею, за ее любовь к фаленопсисам, за потрясающие видео, где она просто вдохновляет цветением своих потрясающих фаленопсисов и своим отношением и огромной-огромной любовью к своей аудитории, которой я тоже являюсь, и надеюсь, кому-нибудь из архаманов эта идея понравится.